Лабораторный блок питания должен быть у каждого радиолюбителя. И сегодня мы рассмотрим лабораторный блок питания, который можно регулировать от 1 вольта до 40 вольт. Выходной ток 2 ампера. Данный лабораторный блок питания не требует настройки и работает в широком диапазоне подводимого переменного напряжения. Также обладает защитой от перегрузки по току. Выходное напряжение регулируется от 1 вольта до величины выпрямленного напряжения со вторичной обмотки трансформатора. На основе транзистора Т1 составлен модуль сравнения. С потенциометра R3 на базу транзистора Т1 поступает часть образцового напряжения, которое определяется источником образцового напряжения на элементах D5, D6, первого светодиода и резистор R1. На эмиттер транзистора Т1 поступает входное напряжение делителя на резисторах R14 и R15. В результате сравнения образцового и выходного уровня сигнал рассогласования подается на базу транзистора Т2, который является усилителем тока и который в свою очередь управляет силовым транзистором Т4. Рассмотрим работу защиты блока питания. В результате случайного замыкания выходных выводов блока питания или при нагрузке, превышающей допустимый предел, повышается падение напряжения на мощном резисторе R8. В результате транзистор Т3 открывается и тем самым замыкает базовую цепь транзистора Т2, ограничивая ток нагрузки на выходе блока питания. Визуальным сигналом по перегрузке и току в цепи служит второй светодиод. В случае короткого замыкания в лабораторном блоке питания активация режима ограничения протекающего тока происходит не сразу. Установленный в схему дроссель L1 препятствует стремительному увеличению тока через транзистор Т4, а диод D7 понижает скачок напряжения при неосторожном выключении нагрузки от блока питания. Если есть необходимость в регулировании тока нагрузки, то можно в разрыв между сопротивлениями R7 и R9 включить переменный резистор с сопротивлением 250 Ом. Причем движок его нужно подключить к базе транзистора Т3. Таким образом, в данном блоке питания будет возможно регулировать от 400 мА до 2 А. В лабораторном блоке питания допустимо применять любой понижающий трансформатор с напряжением на выходной обмотке в районе от 9 до 40 вольт. Дроссель L1 самодельный, его можно намотать на каркасе диаметром 8 мм и содержит 120 витков провода PEL 0,6 мм. Транзисторы Т2 и Т4 необходимо разместить на теплоотводах. Диоды от D1 до D4 могут быть любыми выпрямительными с максимальным обратным напряжением, больше напряжения вторичной обмотки и максимальным прямым током более 5 ампер. Это очень полезная схема лабораторного блока питания, который должен быть у каждого радиолюбителя. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, и таким образом вы сможете получать новые выпуски на нашем канале.